Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. А сейчас я хочу показать, как связать корзину из джута с использованием готового дна. Оно может быть выполнено с любого материала, любой формы и размера. Я приготовила дно. У меня 20 сантиметров. Ножницы, крючок номер 5, карандаш, сантиметр, джутовый канат 8 миллиметров, джутовый шпагат 2 миллиметра, двухниточный полированный. Вязать я буду в 2 нити. Моя катушка позволяет вытащить нить с начала мотка и с центра мотка. Все необходимые ссылки на данные материалы, а также на видео, которые могут быть вам полезны и интересны, я оставлю в инфобоксе. В этом видео я подробно расскажу и покажу, как связать корзину с готовым дном, как сделать расчет необходимого количества петель, правильно посчитать количество столбиков для возведения ровных стенок, возвести стенки с ручками, а также поделюсь своими расчетами по поводу прогнозирования расхода каната на изделие и джутового шпагата. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, приступим к вязанию. Начать я хочу с декоративной обвязки дна. Она не обязательно, но придаст изделию завершенный вид. Я набрасываю нить на крючок, край начала перед работой, подхватываю рабочую нить и протягиваю в создавшуюся петлю. Это первая петля. Беру мою заготовку, вставляю крючок, вытаскиваю петлю на лицо моей корзины. Теперь я буду делать соединительные стежки в каждое отверстие и протягивать их в петлю на крючке. Следующим образом я это делаю по кругу. У меня остается последнее отверстие, я вытягиваю петлю, оставляю ее, ввожу крючок в это отверстие и увожу туда край начала. Возвращаюсь к этой петле, край начала затягиваю в петлю, ввожу крючок под первый стежок обвязки, подхватываю нить начала, увожу. Теперь возвращаю ее в исходную петлю. Подтягиваю все ниточки. Вот что у меня получилось. Теперь этот край я ввяжу в полотно при обвязывании каната. Но прежде чем обвязать канат, мне нужно понять, сколько столбиков у меня должно быть по окружности корзины. Для себя я уже знаю, что обвязывая канат, у меня в 10 сантиметрах обвязки образуется 11 столбиков при вязании пятым крючком. Вы можете воспользоваться моим расчетом или сделать замер у вашего изделия. Теперь я беру сантиметр и замеряю окружность. Но окружность замеряю немножко меньше действительной, то есть стягиваю кольцо именно по размерам обвязки на бортике. Так у меня картина будет более правдоподобной. То есть если я замерю всю окружность, стенки немножко будут шире дна. Мне нужны ровные стенки, поэтому мерку снимаю следующим образом. У меня получается 60 сантиметров по окружности. Здесь с помощью самой простой пропорции я вычисляю. 60 делю на свои 10 сантиметров и умножаю на 11 столбиков, которые получаются в 10 сантиметрах. Получается, что сейчас при обвязывании каната по кругу я должна провязать, закрепить его к дну на 66 петель или столбиков.
Не имеет значения, какого размера ваши отверстия, какое их количество. По моим расчетам это 66 столбиков. Ваше число может отличаться. Итак, у меня 50 отверстий, то есть в эти 50 отверстий 66 столбиков надо провязать. И это значит, что 16 раз я провяжу в одно отверстие 2 столбика. Чтобы узнать, на каком расстоянии мне необходимо это сделать, я 66 делю на 50. Получается неровное число, поэтому то в каждый третий, то в каждый четвертый я буду добавлять. А подходя к концу обвязки, я просто скорректирую, чтобы на выходе получить 66 столбиков. Сейчас для удобства можно наметить. Не трогая те, куда провяжу по одному, пометить, куда планирую провязать 2 столбика. И пересчитать для равномерного распределения добавлений по окружности. Я распределила свои двоечки по окружности достаточно равномерно. И получилось у меня их ровно 16, то, что нужно. Теперь я подготовила край каната, отрезала его ступенями по 2-3 сантиметра. И сейчас буду привязывать к своему дну. Для удобства перейду на крючок потоньше, подхватываю рабочую нить, вставляю крючок под обвязку в отверстие. Располагаю канат так, чтобы рабочая нить его обхватила. И провязываю столбик. Первый закрепляющий канат. Край начала опускаю по канату. Теперь, ориентируясь на те добавления, которые я себе отметила, ввожу крючок то один, то два раза, соответственно, в неотмеченные по одному разу и в помеченные по 2 раза, делая добавку по дну. Сюда же снова ввожу крючок, вытаскиваю столбик. Готово. Далее точно так же, туго привязывая канат к деревянной заготовке, продолжаю обвязку. Не забываю про мои добавки и необходимое число столбиков петель к концу ряда. Вязание столбиков поправляю ровно наверх на рост стенок и не затягиваю петли, так как я заведомо знаю, что сейчас я на более тонком крючке. Продолжаю ориентироваться на свои метки по добавлениям. И там, где стоит двоечка, провязываю в одно отверстие 2 столбика в одну точку. Там, где отметки не стоит, провязываю 1. Я завершила обвязку первого ряда. Можно проверить количество столбиков, сравнить с необходимыми расчетами. Возвращаюсь к своему крючку. Второй ряд, канат уже будет прокладываться сверху каната предыдущего ряда. Крючок при вязании столбиков я вставляю в обе дужки кромочной косы, подхватывая обе дужки. Подхватываю рабочую нить и провязываю столбик. Здесь уже можно помогать себе прокладывать канат ровно с помощью канцелярских прищепок, фиксируя его на предыдущий ряд, или с помощью вот таких швейных булавок, иголок. Новый ряд каната и предыдущий ряд, чтобы ровно один ложился на другой. Слежу сейчас за размером кромочной косы, чтобы она не меняла размер, была постоянная. И слежу за тем, что при провязывании столбика нить обхватывала канат с обоих сторон одинаково по высоте. То есть вот канат как бы обнимает рабочая нить, и кромочная коса четко, ровно смотрит вверх.
ни на расширение стенок, ни на их сужение, а ровно вверх. Сейчас продолжаю вязать без каких-либо добавлений, с одним натяжением нити. Прокладываю, фиксирую, планирую стенку корзины и слежу за натяжением нити. Ряд за рядом по спирали на необходимый размер. Моя корзинка уже почти того размера, который мне нужен. Я буду вывязывать симметричные ручки для нее, поэтому еще пару рядов она вырастет. На этом этапе хочу рассказать, как спланировать размер и рассчитать расход материала на корзину любого размера. На примере моей я замеряю окружность. На каждый ряд у меня уходит каната 66 сантиметров. Как по низу, так и по верху ряды одинаковые. Итак, я знаю, что каждый ряд забирает у меня 66 сантиметров каната. По высоте в 10 сантиметрах у меня 7 рядов. Соответственно, я могу посчитать, сколько мне потребуется каната на 10, на 20, на 30 рядов и так далее. И какой высоты корзина у меня получится. Вы можете воспользоваться моим расчетом или снять мерки со своего изделия. А также важным моментом является расход шпагата. У меня уходит на обвязывание 1 метра каната 11 метров шпагата. Если я ввяжу в 2 нити, соответственно, расход шпагата увеличивается в 2 раза. Можете также пользоваться моими расчетами. Они примерные, всегда приобретайте материал с запасом, для того, чтобы вам хватило на изделие. Необходимые данные по расходу, меркам и планированию я оставлю также в инфобоксе под этим видео. Я завершаю очередной ряд, ориентируясь на место начала. Здесь я начинала вводить свой канат. И с этого момента сейчас буду выпускать ручки. Ручки можно сделать разной формы, более вытянутые или более приземистые. Я выбираю что-то среднее, наверное. И здесь сейчас ее буду обвязывать отдельно от полотна. Я обхватываю канат, не вводя крючок в петлю предыдущего ряда. И образую такую обвязку по канату отдельно. Тем самым у меня формируется ручка нужного размера. Вот сейчас, как вы хотите, чтобы она была более выведена из полотна или менее, делайте для себя на такую длину обвязку. Длина ручки для меня достаточно, рука свободно входит и захватывает изделие. Здесь по низу я тоже пропускаю количество петель гармоничное для гармоничного вида изделия. И возвращаюсь в полотно с этого момента. Напоминаю, у меня 66 петель по окружности, поэтому следующую ручку я планирую на том же расстоянии с одной стороны и с другой. И с таким же пропуском петель. Пересчитываю количество петель по самой ручке и вывязываю ее точно так же, ровно напротив. Расстояние под ручкой у меня в 12 петель. Соответственно, закладываю 12 здесь, 12 и 12, 24, 66 минус 24, 42 пополам, по 21 столбику между ручками с каждой стороны. Ваш расчет может отличаться, исходя из размеров и вида вашей ручки.
На моем канале есть видео корзина из джута с похожими ручками, но она имеет более плотный и твердый узор полотна. Здесь сейчас я оставляю ссылку для вас на это видео. В связи с этим хочу сделать ручки здесь немного иначе, пропустив еще один ряд обвязки каната по ним. Они будут более основательные и массивные. В местах, где у меня переход от ручки к полотну, я буду делать убавление. Вытаскиваю рабочую нить через одну петлю, не провязываю ее, вытаскиваю в следующую и провязываю 2 петли вместе. Тем самым у меня получается убавка. Теперь вяжу дальше по ручке, обвязывая канат до этого момента. С этой стороны точно так же делаю убавление. Из 2 петель вытаскиваю столбики одновременно и провязываю их вместе. Аналогично по этой стороне. Две ручки готовы. Обращаю ваше внимание, что начало обвязки каната у меня с этой стороны. Но так как мне нужно свести его на нет достаточно плавно, даже плавнее, чем я начинала его обвязывать, уже от этой ручки я начинаю отрезать фрагменты. Также точно ступенями, только с большим шагом друг от друга. И продолжаю обвязывать канат, пока он не закончится. Канат сошел на нет. Я провязываю еще пару-тройку просто столбиков без каната. И не доходя до ручки, начинаю обвязку края просто соединительными стежками. Ввожу крючок в полную косу по кромке, точно так же, как при вязании столбика. Вытягиваю петлю и протягиваю в петлю на крючке. Такую обвязку точно так же делаю по кругу всего изделия. Последний стежок обвязки. Отрезаю нить с небольшим запасом и делаю имитацию стыка с первым стежком. Ввожу нить в кромочную косу начала обвязки и увожу ее в исходную, то есть обратно сюда. Сейчас необходимо придать корзине завершенный красивый вид. Это можно легко сделать с помощью нехитрого и простого способа накрахмаливания с помощью клея ПВА. Подробное видео есть у меня на канале. Здесь сейчас оставляю для вас ссылку. Она будет более твердая, крепкая. Можно исправить какие-то погрешности по форме небольшие и зафиксировать изделие. Прячу край по изнанке с помощью крючка или иглы. В некоторых случаях накрахмаливание не требуется, если форма и вид корзины вас и так устраивает, или, допустим, если это сумочка. Здесь достаточно элементарного ВТО, влажной термической обработки, к чему я сейчас и приступлю. Ссылку на ВТО разных изделий вязаных, декоративных, сумочек, корзин точно так же оставляю для вас под видео в инфобоксе. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки этому видео, будет еще очень много интересного. Всем пока!